Ребята, всем привет! Я хотела сказать, что это видео с Олегом мы записывали до 24 февраля. Сегодня мы хотим порадовать всех девчонок. Да? Да. Друзья, всем привет! С вами Катя Бельчик. И сегодня мы с вами будем снимать обзор на кое-что интересное. У меня приглашенный гость Олег. Мне нужно тебя как-то представить. Да как угодно. Певец, тиктокер, инфлюенсер. Что вот, Олег? Ну что, как дела вообще? Как дела? Альбом там планируешь? Альбом планируешь выпускать? Конечно. Какие планы, когда концерт там? Ой, ты глянь, как-то это. У меня тут муж вообще за кадром, вы поосторожнее. В общем, я пригласила сама Олега, представляете, первый раз в жизни сама кому-то решила написать, потому что давно смотрю Олега, он очень нравится, он такой в жизни оказался, как... Слава богу. Слава богу. В общем, сейчас я подготовила для него сюрприз, мы будем кое-что пробовать интересненько. Вы, конечно, уже с превью узнали, но Олег сейчас увидит впервые. Подготовьте, пожалуйста, барабанную дробь. Катя, если ты мне подготовил такой сюрприз, мы вряд ли бы с тобой жили бы вместе. Олег, не знаю, знаешь ты или нет, он такой вот магазин есть, у нас его в Лобне нет, я специально у него есть, а, кстати, он как раз в Зеленограде находится. Магазин Лента-магазин. И я, значит, зашла туда и скупила там все сладости, которые были фирмы Лента. Вот так внезапно, смотри, вот так. Посмотри на это счастливое лицо Олега, он прям в Скажи, не ожидал, ты не ожидал такого безумства красок. Безумство роскоши, это щербет, господи, мам, вафли, Олег. Ну и, конечно же, чернослив в глазури, я думаю, это на сладенькое. Отлично, протрещимся, если что. Вот такой вот подарок. Классно. Я-то думал, торт поедим. Тоже хорошо. И кофе у нас тоже вкусный. Нет. Зараза, пришел, пригласили первый. Ой. Нравится? Она год снимала торт, и для Так тебя я- взяла вот это. Чак-чак для тебя! Ты взяла. представляешь? Олег, я предоставляю тебе право выбора. Ой, Да. лайтовенько. Вафли мягкие. Подожди, сначала цену. И тут. Подожди, я хочу угадывать. Я думаю, где-то 39 рублей это стоит. Вафли мягкие. Да? Ха! Слушай, подожди, ты постоянно посетитель Ленты? Нет. 39, Слушай, а он может 99. расстроился просто из-за того, что он постоянно все это покупает себе и знает вкус всего этого. Не-не, я по оценкам, по составу очень люблю ходить, смотреть все. А вы что там, состав ничего не будете читать? Да дерьмо наверняка. Но Я тебе такое- половинку, что ты целую Да растрачиваешь. я верю, что вкусно, наверное. Вот это, скорее всего, максимально химозная штучка такая. Можно, да? Да, конечно, масло пальмовое, патока. Ты пока ешь, я буду читать. Ну что, нормально. Ну, вообще за 39, да? Угу. Не, Даже нормально. вкусненько. Но единственное, бывает, когда вот это помягче, поприятнее. Да, Вот такая это. она чуть-чуть пересушенная, чуточку. Ну, такая сладковатая, да? И чуть-чуть, вот послевкусие. Да, ладно, с чаем сойдет, но мне не нравится. Бывает вкуснее вафля, Да. мягче. Не, а бывают еще такие твердые, которые с сгущенкой, вот их я О, обожаю. И да. они стоят столько же. Поэтому лучше их взять. Опытный эксперт вафеля. Да. Чернослив на финал, даже Да, не да, смотри на него. Ну, слушай, давай попробуем рахатуку. Да. А его, мне кажется, сложно испортить. Слушай, ну это Лента. Нет, кстати, ничего плохого в Ленте нет. Там еще есть один бренд, он еще дешевле. Видишь, я тебя как бы... Каждый день? Нет? Нет, в Ленте... То, что надо. Ты посмотри, как я тебя ценю, что я тебе Ленты купила. А не то, что надо. Ну то, что надо, звучит лучше. Это я в следующем выпуске хотела еще обозреть, но думаю, ладно, уж одна буду. Не, Олег, открывай, ты у тебя хорошо купить. Я буду искать цену. Ой, а ты пока думай, сколько стоит. Вообще 59, наверное. Ну, может быть, 59. Сколько? 59. Ну, он прикалывается. А там... Ты что, обалдел, что ли? Ну, ладно. Тебе что, салфеточку дать? Что тебе? Тут что-то рассыпалось? Ой, какой состав хороший. Сахар, крахмал кукурузный. Так я же говорю, сложно испортить. Жвачка такая. Желатиновая жвачка. Кстати, даже вкус какой-то имеется, слушай. У меня же яблоко было. Апельсин, банан, вишня, яблоко. А, там разные вкусы. У тебя какой? Я не знаю, что-то кислое. Апельсин, наверное. А, нет, яблоко. О, да. Ну, После вкуса. нормальный, кстати. Химозненько. У меня Да. апельсин. Наверное, он может быть помягче, да, как ни крути. А зачем? Ты Нет, должен это страдать. жвачка, реально. Ты должен страдать, когда ешь рахат лукум. Очень много сахарной пудры. Слушай, ну А это смотри. сахарная пудра, я думал, это крахмалом обычно посыпают. Похоже на пудру. Ну, ты же крахмал прям Попробуй. прям Вот прям крахмал. облизни. Облизни.
Что, реально, что ли? Да, я уверен. Это чтобы они не слипались. Блин, это даже не пудра. Это крахмал. Иначе бы совсем сладко было. Ну вот смотри, да, у нас упаковка, сколько тут грамм? 250 грамм. Да хрена. Это дофига, за 60 рублей. Вот смотри, у тебя, например, студия красоты. Представь, ноготочки приходят девочки. Ты им заваришь кружечку кофе и кладешь там 3 штучки. Ну, 5 можно, да? В принципе, на много клиентов хватит. Ну, я так Не, расцениваю. а обычно еще красиво оформляют, там зубочистки дают, чтобы вот так Вообще-то, да. да. За 60 рублей вы сможете своих клиентов обслужить просто по максимуму. Нормально. Ну, Да. за свою цену топ вообще. Бизнес в гору пойдет, короче. Держите. А то муки выбора у вас. Обычно они такие дубовенькие, но приятные. Я вообще-то люблю такие. Вот, смотрите, это у нас печенье сэндвич с лимонной начинкой. У меня любимый вкус детства — это печенье с поваром. Ты знаешь его? Я принца знаю, не помнишь? Вот такой был принц. Сколько тебе лет? Какого ты года рождения? Давай так спрошу. А ты угадай! А, да. А, кстати, а я откуда знаю? Ну, Я вот тоже не 2001-го? Нет. Спасибо. Ну, 98-й? Да. А, ну я чуть-чуть помладше. А ты? Постарше. Ну, Катя 83-го что-то. О, ну, 92-го я. О, какие печенье. О, какие они не, пожаренные. хорошо. Не пережаренные или? Да, какая нам разница? Главное, что хотят. Олег, ты уже ешь, ты быстрый слишком, ты подожди, тиктокер, понимаешь? Ты сейчас думай. 39 тоже. А надо быть ютубером, давай, надо 39, да? Подожди, 300 грамм здесь, и сейчас мы посмотрим. Блин, а как оно называется? Сэндвич. Печенье сэндвич. 89. Да ладно. Да, ну мы тогда будем оценивать... Блин, ну... Что-то карьера у Олега в ленте не пойдет, видимо, после такого. Слушай, ну прям реально... Ой, такой химозик, знаешь, этим Да, освежителем да. воздуха, да? Да. Ёлочкой в машине. Ну давай, ладно. Ну, какой химоза. Не, главное, хрустит. Нормально. Само печенье вкусное. Мгм. Ой, а внутри... Конфеты цитрон. Ну, ты, наверное, таких тоже не знаешь. Не, знаю. Не люблю. А мне нравится. Ой, ой, прям кислинка пошла. Прям как будто, знаешь, от аскорбинки корочку прям это разгрызла, О. да? Да. Не, ты про цитрон сказал, я представил, как его расплавили в микроволновке и положили сюда. Да, такое интересно. Ну, не знаю, за 89 рублей. Не-не-не. Точно такие же стоят 39. Слушай, а нам надо же как бы типа оценивать, покупать, не покупать. Не покупать, да? Ну, такие. Не, ну, видишь, Рахат Лукум ты бы предложила. Ну, я-то уже бизнес-модель для него Ну придумала. вот. Так у нас получается новая система оценивания. Дадим ли мы это своим клиентам на вашем гипотетическом маникюрном салоне? Точно. Олег, когда на маникюр? Скоро. Все, 6000 лайков, и у него будет маникюр. Все. Обещаешь? Не обещаешь, да? Все, Конечно. выложишь в инсту. Давай чак-чак. Вау. Чак-чак. 250 грамм. Сколько стоит? Блин. Так цены похожи тут. Ну, 69. 89. Всё. Это была Это была подсказка, подсказка. которую... Хорошо, жалко, что не от авиасейлс, конечно. Ну, вы пишите, друзья. Ну, подсказка. А как мы это есть будем? Ножом. Ножом, думаешь? Да, скобли и все. Да давай что-нибудь скоблим. Нет, друзья, ну вы что? Да все уже. Что так много? Любительница чак-чака. Новая кличка, любительница чак-чак. Давай. Не, плохо. Очень, Ой, какой жирный. очень плохо. Обычно чак-чак, он как-то не хрустит, но что-то приятное в нем бывает. Вообще. Здесь просто печенье размягшее, которое залили медом. Ой. Отвратительно. Фу, какой жир, да? Очень плохой чак-чак. Ой, знаешь, прям послевкусие гари во рту, да? Не-не, как маргарин или чего-то такого. Ну вот пальмовое масло здесь, наверное. Очень похоже. Ой, не, вот, да. Блин, это единственное, что я хотел попробовать. Что на слив точно понравится. Фу, слушай, прям после него ничего уже не хочется. Только халву. Олег, расскажи, пожалуйста, историю про халву. Где у тебя есть история про халву? Я вот думаю, я не знаю, есть, которая прям как волосы, вот она прям отвратительная. Мне понравилось, кстати, пашма или как-то, как же она называется? Я прям обзор даже на нее делала. Волосатая вот эта. Да, ой, она вообще как сахарноватая такая. Эх. Такая, знаешь, как стекловатая. А есть дубовая. Дубовая еще ладно сойдет, если она не прям жирная сильно. Я вот думаю, по виду она как волосатая, но видимо нет. Нет, она какая-то слоеная.
Я почему про халву удивилась? Потому что это единственный вообще продукт в мире, который не любит Митю. Единственный. Вот останемся мы на земле одни, и будет только халва, он умрет с голоду, но не будет есть халву. Ты можешь себе представить? Ну, похудею хоть сначала. О, боже мой. Так, смотри, здесь 200 грамм. А чем она отталкивает? Всем. Всем. Существование. Просто своим существованием, своим названием, своим видом, своим всем, понимаешь? Так это от ленты, да? Да, сколько ты думаешь стоит? Ну, короче, каждый день халва стоит очень дешево. То есть там где-то рублей 29. Но здесь ее дохренища. Пусть- 200 грамм. Да, пусть будет 70, так что быть. 89. Да ладно, Да. они вообще... Не, они вообще они даже не думают, они просто... Читаю, написано. Легкая текстура, без Почти. без Консервов. красителей и консервантов. И легкая текстура написано. Поверим им? Нет. Кстати, халва подсолнечная, она же разная бывает. Пенообразователь, экстракт солодкового корня. Пенообразователь. Ну да, Аппетитно. У очень. меня сразу, знаешь, что такое пенообразователь? Да-да-да. Окна вот эти, которые... Комус? Комус. А что комус для всех делает? Ой, слушай, у нее реально легкая текстура. Держи, Валик, я для тебя. Не обманули. Но она Ой, почтая такая. Она, и знаешь, она очень странная. Знаешь? А, я поняла. Глина. На глину похоже, как будто. Нет такой на вас? Ну ладно, как-то очень странно как-то. О, уплотнитель для окон. Такой. Ой, фу. Мне кажется сразу, как будто там моль водится, еще что-нибудь в этих дырочках. По вкусу она тоже там, да? Да, осталось. Это не халва. Это не халва, что-то странное. Ну, она такая легкая, типа слоеная. Ну, первое Попробуй. Ваше здоровье. Первое ощущение очень странное. Она так во рту как-то поскрипывает, что ли, да? Волосики там есть. Волосики. Вот реально, как будто что-то волосатое ешь, что-то очень странное. Ну, а сама по себе, то есть в ней нет ничего такого прям отвратного. Она не жирная сверх. Она как будто засахаренная. Да. Если еще кусочки делать, то... Очень... Не, очень плохо. Очень. Но тает во рту. Тает во рту, это единственный плюс этой халвы, в принципе. Даже не уверен, плюс ли это. Ну ты продолжаешь ее есть, Ну, господи, просто отдай сюда. Не выплюнуть, раз она растаяла. Давай. И после всех вот этих описаний они будут на меня смотреть, как ты не любишь Нет, халву. бывает вкусная халва. Да-да-да. А в шоколаде, если вообще бывает, то... Я еще люблю, когда она с кусочками орехов, еще что-нибудь. Вот, да, это такая, ну не на 89 Явно. даже. Вообще не на Нет, 89. даже за 20 рублей вкуснее. Я предлагаю... Сейчас, давай, ты вытрясешься. Ну, говори. Я предлагаю после халвы попробовать щербет с арахисом и изюмом. Как ты вообще к такому десерту относишься? Ну, это не тот щербет, который ты подумал. Не, ну, все очень сладкое. Уже у меня во рту. А я тебе воды для чего налила? Вода еще есть, пей. Наслаждайся. Что-то я твою работу сделал, ты мне должен теперь, получается. Она в желе как будто. А как вообще щербет делается? Хороший, кстати, вопрос. Без сахара. Так, ну здесь, конечно, ароматизатор идет, сливки, молоко, маргарин. А сколько стоит-то? А, вот хороший вопрос. Тебе состав не интересно, а зрителям знаешь, как интересно, тебе не интересно? Ну, потому что ясно, что лента заботится. Очень много разного добавит. Как бы сколько стоит? 59. Да, ну ты, блин, жук коварный. Ну давай, отрезать точно надо. Ты знаешь, насчет щербета. Хочу сказать, очень люблю щербет. Иногда у меня раз в год случается такое помутнение, я прям иду себе покупаю щербет. У нас здесь на развес в нашем магазине. Да, вот реально продают. О, кстати, вот этот, он очень странный. Дубовый? Наоборот, он какой-то как желейный. Ну, попробуем, что такое. Тут изюм. Ваше здоровье. На вид и риска. Угу. Ну да, как иришка. Блин, очень странный. Это муму. Это вот это му. Конфета. Только внутри нет жидкого центра. Отвратительно. Это прям засахаренное что-то до невозможности. Я терпеть не могу эту конфету. Еще и привкус какой-то остается. Как будто химозно-сладкий. Не знаю. Текстура очень странная, реально как желешка, ну такая. И изюм здесь лишний. Ой. Изюм тебе как здесь? Вообще лишний. А это в сладкое добавили еще что-то более сладкое? Да, очень плохой щербет. Я говорю, что иногда вот я покупаю, но я покупаю гораздо вкуснее. Нет. Ну, что-то вкусное. Я думаю, что вот самое вкусное здесь это вот этот вот. Вот поэтому я хотела до чернослива его. Ну ладно, давай. Ну давай пряники, ладно. Пряники просто отвратительные 100%. Дубовые какие-нибудь. О, Ты уже вообще... они даже с шоколадинкой. Слушайте, красиво зато. Подожди, сколько стоят пряники? Дорого. Не верю. Не беру. Глазированные пряники. До 59 тоже.
Я уже забыла, пока думаю, когда говорю. 79. Не. Нет, сразу нет. Ты даже попробуй сейчас, может, рай на вкус. А почему они как будто с апельсином? У меня ассоциация. А вот, пряности. Глинтвейновые. Глинтвейн, ну, это как будто апельсин, но тут же нет апельсина. Цедра. А вообще, когда они были изготовлены? Лет 100 назад примерно. С пряниками дешевыми никогда не идет. А вообще, какие ты любишь пряники? Любишь пряники? Я люблю, которые в центре с вишенкой. Но очень редко, и которые маленькие такие, которые продавливаются хорошо. А я люблю мятный, у меня это вкус детства. Ну, если вкусный, если свежий, если на рынке купить на развес. Ух. Но все равно их больше, чем пару штучек не съешь. Согласна. Ну, это такой вот именно десерт. Слушай, я знаешь, что хочу все-таки уточнить, есть ли здесь что-то апельсиновое, потому что очень мне прям... Не, лимонная кислота здесь. Просто уже такая ассоциация, что если здесь корица, кардамон, как будто бы там апельсин. Глинтвейн, Но да. его нет, да. Ну, сами по себе пряники, то есть специи вкусные, ароматные, натуральные. Все остальное фигня. Особенно шоколад вот этот дешевый внизу. Он только хуже сделал. Олег, сейчас реально будет вкусно. Вот этот нож на столе поставил, не прыгай. Или по YouTube не забанил. Мини-круассаны с клубникой. Давай. Не, но они плохо не могут сделать. Ты до этого говорил. Сколько стоит? Нюхни. Носочками какими-то уже такими. Ребят, Носочки. я возьму тебя. Нормально. Сколько, Олег? Сколько? Да тоже 59. 69. Ну ладно. Я вот хочу сказать про эти круассаны. Вот Seven Days, слушай, какие они жесткие уже изначально. Не, а у меня мягкие. Ну, в плане, типа, такие, как... В сравнении, конечно, да. У меня в свое время Seven Days были супер любимыми круассанами, но потом жизнь менялась, мы менялись, и я попробовала Seven Days, такая, блин, как мы это в детстве ели. Ну, это такая химоза лютая, вот так это очень. Нормально, супер. Слушай, ну он суховат. А какая разница с чаем, когда? Размочить? Начинка, кстати, норм. Тесто вкусное, но суховат, да, прям? Не, а как будто... где их готовят-то? Передержали, как будто. Плохо. Но начинка все перебывает, поэтому нормально. Слушай, ты знаешь, очень странный вкус. И начинка такая, она прям вот после вкуса сейчас у меня ее прям много. То ли там лимонной кислоты перебухали. Да, кислинка такая. Да, вот она такая именно... Ну, не натуральная клубничная, не как ты летом после дачи такой клубничку скушал, ой, как кисленько, вкусненько, свежо. А где ты еще такой джем обычно можешь попробовать? Не пойму, просто ассоциация какая-то с чем-то сразу идет. Ягодная лукошка? Нет, не там. Такой нигде. Видишь, чем они уникальны? Ну, просто приторный джем такой вот. Очень... Ну смотри, получается, сколько, 69 я сказала, да? Не, ну я не думаю, что они лучше или хуже, чем Seven Days, те же самые. Да, плюс-минус такой же. Но мне кажется, все же Seven Days, они прям... Вы знаешь, как раз таки хлеб Харрис, он супер мягкий, да? Там много чего содержится, но мы привыкаем к этому вкусу, он нравится. И мне кажется, в Seven Days тоже много всякой гадости, которые их сильно разрыхляют, они такие прям, ну, мягкие-мягкие. Ну, это да. Да. И они еще воняют. Ты помнишь запах? Да. Они воняют сильно. Я не знаю, масло это или что, но вот эти воняют по-другому. Ну, чуть похоже, потому что кислинка какая-то идет. Ну, странные, да, такие. Ну, можно, в принципе, взять, но если вы хотите удивить человека и порадовать, не покупайте ему эти круассаны. Покупайте ему белевскую пастилу. А я вообще думал, это запатентованная штучка, нет? Ну, а может быть, это белевская пастила для ленты изготовила? Вот что, кстати. Я думаю, да, потому что состав хороший, все отлично. Слушай, а как ты за секунду состав успел посмотреть? Слушай, реально, яблочное пюре, сахар. Все. Не, класс. Произведено в Белеве. То есть это просто белевская пастила под фирмой Лента. Блин, Да. наверное, стоит столько же. Да, посмотрим. Ща, А сколько? 119 где-нибудь? 19, ты что, знаешь, какая белевская пастила стоит? Как самолет, блин. Не, ну вот такая маленькая же. Да ты чё? 89, Рэ. Белевская пастила супер, это еще супер дешево. Ну Она сотку 120 может стоить. Так вот, я и сказала. 119. Ну так. Мы, кстати, покупаем сухарики из белевской пастилы. Они еще дороже, чем пастила, но пипец вкусные. Так на суши. Я не... Фантазер-то какой, а! Могу. На, ешь свой пирог. Шучу. Давай я тебе. Ты меня называла. Мама, моя любимая песня. А клип видела? Вообще сок просто. Обожаю клипы 90-х. Или даже 80-х. Так вот. Единственное, что меня утешает, в отличие от хлеба обычного, здесь ты ешь и думаешь, о, почти ПП. Только тебе сводят всю челюсть от этой кислоты. И сахаром. Угу.
Я если покупаю только без сахара. Ой, прям даже реально все челюсть. Да. Но в целом это классическая белевка. Белевка. Если вы ее любите, можно брать фирмы Лента, это одно и то же по факту. Но бывает, мне кажется, поинтереснее все-таки без сахара. Я люблю без сахара с черной смородиной. Вот такое, да, такая вот я интересная девчонка. Слушай, ну давай вот это. Да, вот это откат будет, я терпеть не могу. Серьезно? А я в детстве, кстати, очень любила. Ну, фирмы Лента я не пробовала. Я забыл, какой они фирмы были? Там какой-то красивый. Причуда. Да, там этот старичок был. Сколько? Ой. 69? 42. А что это они? Двое чё? решили приписать. Слушай, у них что-то печки перепекали. Печки перепекали. Ой, я в детстве такое любила. Дубово. А мне нравится. Дубовато. Ну, блин. Чисто за ностальгию. Я уже 100 лет такого печенья не ела. Так она мягче обычно была. Ой, причуда была топ. Ну, это пожевать нормально. Желе тоже очень долго жуется. Ты на меня надавил. На мою ностальгию сейчас надавил. Олег на меня, конечно, надавил, но... Да, оно дубовато, ладно. Что отрицать? Но... В целом, из всего того, что мы попробовали, это еще ничего. Так, по сравнению с пряниками, например. Не, ну, круассан не переплюнет. Они получше были. Не, а я, если бы выбирать, я бы вот это съела. Да. Мне здесь больше понравилось. Видите, вот сколько людей, столько и мнений. Самое вкусное на сегодня бисквитный рулет. Он огромный, 300 грамм. И причем стоит наверняка очень дешево. Конечно. Да, Жди. я уверен. Сколько дешево? 39 должен. 89. Да чего? Да вообще, когда цены-то подросли? Инфляция, доллар дорожает. Нет, всё. эта лента борзеет. Слушай, какой огромный. Ну ладно, возможно из-за того, что он большой. Нюхни, с перетяжкой пошел. Хорошо? Сейчас бухнем больше. А то как раз ты же хотел мне вино из погреба принести. Молдавское. Так что ты рассказываешь, вина-то нету. Так я не знал, я думал, реально не пьете. Так мы и не пьем, мы только едим с алкоголем все. Нежно. Можно. Господи, а что там внутри, вот когда начинки дошла? Да, неизвестно, я никогда не понимал, но радовался, потому что очень мягко. И сразу насрать как-то становится. Это вкус опять настоящий. Ну это плохо, как ни крути. Ты знаешь, тут можно сколько угодно пытаться искать плюсы, но в целом это супер приторно, алкогольно. Нет, запродивший так. Как будто очень долго лежало, хотя мягко. Когда много его ешь, тогда у тебя после этого здесь послевкусие какое-то непонятное и прям сводит словно. Я тебе, знаешь, что хочу сказать, что все же вот эта начинка, она реально с растительными сливками, и она очень жирная, очень странная. Давай. Спасибо. Всегда плюс таких вещей, это то, что вот этот бисквит, он прям супер мягкий, нежный. Но хочется его, знаешь, вот у них отобрать и положить свою начинку вкусную. Понимаешь, в чем? Так же в мишках Барни. Бисквит-то вкусный. Но вот они бывают что-то вот там напридумывают с каким-то имбирем, корицей. Ты такой... Нет. Не, я вообще не могу. Вот Мишка Барни для меня умер давно, потому что Да. я не могу. Согласна. Нет, рулет вообще дизлайк. Но мне кажется, еще можно сейчас поискать вкусные рулеты. Я думаю, что есть. Но они дороже гораздо будут. Я готова заплатить за ностальгию дороже, потому что вот это, ну, прям плохо. Ну, видишь, прям тут спиртом они... Вот как будто спиртом, понимаешь? Не каким-то там коньячком, там, Арарат, 5 звезд, просто спиртягой. Вот этот медицинский, этим антисептиком, короче, слышишь? Да, их же сейчас специально всем продают за 19 рублей. Я видел. Ой, ужас. То, что раньше 120 стоило. Ты прикинь, нам еще потом с тобой из этого все самое вкусное выделять. Вот самое вкусное досталось. Нет, ну не подведет, я надеюсь. Вообще, я хочу сказать, что я люблю чернослив и в шоколаде. Я вчера конфетки «Леди Ночь» ела, меня угостили. И они вообще потрясающие. С курагу не вкусно, а с черносливом вкусно. Поэтому не знаю, чему мы так его захейтили. О, кто захейтил? У меня вообще была диета. Я ел... О, по-богатому. Можно даже со всеми поделиться. Короче, у меня диета была, я ел чернослив гребаный и пил водицу. И твои слова стали Нет, не водицу, кефир. Фу, было отвратительно. После этого мне было плохо всю неделю, но я хотел не делать так. Вот. Но чернослив я все еще люблю. Ты пока думай, сколько стоит это. Дорого, 90. 129. О, это самая дорогая. Ну, это новиночка. просто элиточка. Элита. Но шоколад уже плохой. Ой, шоколад вообще фу.
АСМР можно делать зато. Ага. Вот я косточки чуть-чуть ем. Не, вот можно сделать вот так и вытащить оттуда чернослив. Нет, плохо. Это не чернослив, это его перемололи. Ой, Он мармеладный, что ли? вообще какой странный. Шоколад плохой, твердый безумно. Чернослив испортили, я не знаю, каким образом. Это залежавшийся чернослив. Вот когда берете чернослив, он же желтеет, вот такой становится цвета. Это когда он тухлый уже, протухший, все, его толком не особо желательно есть. И его туда кладут, видимо, за 129 рублей. Грустно. Слушай, знаешь, что я хочу, кстати, сказать? Вот мне шоколад вообще не понравился, но у меня было послевкусие эскимо шоколада. У тебя не было такого? Ну такого плохого. Я же не пробовал. Ну, такой вот, сначала как будто фигня, но вот это именно хруст. Да? Не. Сначала кажется из-за хруста, но послевкусие какой-то не горечь отдает, но чем-то таким неприятным. Это глазурь кондитерская, это не шоколад, естественно. Сейчас. Кондитерская глазурь, да, заменитель какао-масла. Ну, это самое дешманское, что может быть. Ой, еще ароматизатор ванилин здесь. Что-то я не хочу. Чернослив сушеный без косточки. В целом... Да. Вот сейчас у меня уже провалилось, видимо. Шоколад это очень напоминает мороженку. Надежда была на него, Олег, получается. А что самое вкусное-то? Да все вкусно. Вообще не возьми, послушай. Ну, Получается, вот наш претендент на победу. Но с ним мы хотя бы сможем маникюрный салон развить. Слушай, нет, ну вот, давайте на чистоту. Я же купила не самые дешевые продукты. Я же все-таки гости ждала, да? А как бы, получается, лента меня подвела. А чернослив просто убил, просто. Ну, такое, да? Круассаны выделишь или что? Я не знаю. Ну, белевская, потому что она на самом деле не лентовская. Да. И вафли. Ну, как бы тоже. Вафли? Были вафли? Да, были вафли. Вот там, посмотрите. Эти вафли. Нет. Эти нет, да? Нет, вафли нет. Вафли плохие, халва Нет, подожди, я в гости пришел, чураюсь. Все замечательно. С удовольствием поел. Очень вкусно, зовите еще, да, и кофе у вас хороший. Ой, не могу. Ну, короче, вы сами все видели. Если вам понравилось, давайте там... Не, подожди, а что им брать-то? А что, все вкусно? А что брать? Здесь ничего, я думаю. Что, ты хочешь, ты же все пробовал, все, да? Рахат Лукум, да. Рахат Лукум топ, вообще шедевр, отличный перекус, много не съешь, похудеешь, вообще супер. И откроешь маникюрный салон. Всё. Ну а так вообще, ну если вот на чистоту, тебе круассаны, да, более-менее, мне печеньки апельсиновые. Ну как бы, ну так. Ну, Ладно, что мы? Чай выпьем, помятку. Олег, я так понял, что ты вообще-то приехал к нам на торты. Это она подставила тебя. Поэтому что нам приходится делать? Приходится двойное собирание лайков в видео делать. 6000 маникюр, Да. 6500. И Олег приезжает к нам на торты. Двойное собирание, это 6500 надо собрать? Ну да, 6000 первое, а следующее, то есть смотри, 6000, Олег делает маникюр, 6500, Олег приезжает к нам с маникюром уже обозревать торты. Бам! Так что, девчонки, держитесь. Все, спасибо, что были с нами. Увидимся скоро. До встречи. Всем привет. Всем привет.